Я сейчас стою здесь, и вокруг меня плюс 45. 45 градусов, друзья, в тени. О, какой закат красивый. Смотрите, друзья, сегодня супер. После дождя. Ну, представьте себе, что вы в раскаленной духовке включаете кондиционер. Какой бы он мощный не был и исправный, хороший, он не сможет вам нормально охлаждать эту духовку. Вот так идет муссон. Муссон – это ветер, влажный ветер, который идет оттуда, снизу, с юга, с юго-запада, идет с экватора практически. А так вот навстречу ему, как бы под углом, дует вот этот западный ветер лу, горячий. У меня в комнате воздух более прохладный, чем на улице. И вот этот парень, этот бурундучок, он сидел прямо на сетке и наслаждался прохладой, которая идет из моей комнаты. Движется он просто... Вот видите, все, отключили электричество у нас. Так, ну вот, я немного погулял по коридору, подождал и смотрим, что у нас здесь. Показывает эта штука у нас 43 градуса по Цельсию, вот здесь, здесь на столе. Вот опять вышел в самое жаркое время, как всегда мне не сидится. В самое жаркое время я куда-то иду. Нет, чтобы подождать до вечера или сходить утром, когда не так жарко. Но сейчас 3 часа дня и плюс 45 на улице. Да? Нормально. Вот как всегда, не сидится дома в самое жаркое время, я попёрся гулять на улицу. Плюс 45 на улице сегодня опять. Коровка сидит в тенечке. Да, такая печка. 3 часа дня, самое жаркое время, 3-4 до 5. Потом начинает спадать. И вот я пошел в самое жаркое время опять куда-то гулять. Ну не то что гулять, а хочу риса купить и сварить себе риса, потому что кушать хочется. А риса нету у меня. А захотелось риса. Да. Давайте посмотрим, что тут происходит. Опять куча народу. О, можно где-то присесть, можно. Да. Можно присесть. Да. Вон мой любимый столик. Там кто-то оставил свои. Так, пойду в другую сторону. Вон туда. Рады. Можно я туда пройду? Такая огромная порция риса с овощами. Лепешечка, чапати. И сода еще. Сода с лимоном, ну лимонадик. Там готовится. Еще пока не дали. За все заплатил 200 рупий ровно. Вот, 200 рупий. Вот такая у меня красивая стенка, в которую я смотрю, в эту стенку. Дождик опять, друзья. Второй день, вечером дождик. Обычно даже вот выходишь сейчас, начало 6-го, выходишь и печка такая. Все равно, даже на закате. А сейчас я вышел, и здесь прохладно. Да, дождик прошел. Асфальт высох, но не жарко. Дождик опять сбил вот эту, уменьшил эту жару. Вот это дерево, друзья, видите, вот оно. И вот у него вот такой ствол. И вот этот ствол, он шел вот так поверх вот этой дорожки, вот так. А потом он отвалился, сгнил. Вот оно, это известное дерево, красивое, священное. И вот так вот этот ствол, вот так вот он вот так вот был, как арка над этой вот тропинкой. Выходим сюда к Кешигату. Что-то тут, наверное, арать уже начинается. Как раз время сейчас. Скоро начнется арать здесь, на закате. А там уже поют. О, какой закат красивый. Смотрите, друзья, сегодня супер. После дождя.
No. Yes, only one is Arati. Very good. No? I already told you no. Yes. Место туристическое, популярное. Эти дети ходят, продают всякую ерунду. Им говоришь нет. Один раз, второй, пятый. Будет бежать за тобой полкилометра, ныть. Купи у меня что-нибудь. 10 рупий, 10 рупий. Кстати, своих индийцев они не очень достают. Им говорят нет на хинди и все. А за иностранцами будет бежать, пока не надоест. Only one flower. Please. Здесь, в этом месте, на ступеньках, как всегда, каждый день здесь так начинается арати. Вот эта кастрюлька, из которой идет дым, это не какое-то культовое такое мероприятие, это чтобы отгонять всяких комаров и мух, которых здесь вечером очень много. Такой закат красивый после дождя. Это было у нас 16 июня. Редкий, не жаркий вечер после случайного дождика. Девушка очень классно зевнула. Видимо, ей здесь скучновато у нас на Кеши Хати. बोट में जाना है, बैठ लो 20-20 रुपए जाना है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
парня, который отдыхает на этих ступеньках раскаленных. Такой кондиционер по-вриндавански. Когда здесь у нас нет электричества, остается только вот такой кондиционер. Это вид сбоку на древний храм Мадана Махана. Здесь есть интересное место. Сейчас мы туда сходим с вами. Вон туда вперед нужно пройти метров 50. Жду, когда закончится эта аномальная жара. Очень хочется съездить на Радхакунду и Гавардхан. Очень хорошие места, там погулять. Но сейчас это невозможно пока. Хорошее место. Этот храм небольшой, или ашрамчик. Такой маленький ашрамчик. Называется Шрила Санатана Госвами Самадхи. Здесь захоронен прах святого Санатана Госвами. Вот здесь, в этом месте. Прямо около Мадана Махана храма. То есть сбоку от него. Не каждый знает, как туда пройти. Вот смотрите, как здесь. Вот как бы с балкончика можно вот так поснимать это место. В беседке люди сидят. Вот это первая беседка, светлая. Это для людей, которые приходят сюда на даршан. А вторая беседка поменьше, это как раз вот это самадхи, место, где находится прах этого святого. Ну и здесь вот небольшой ашрам, несколько комнат. Ну, то есть ашрам — это на самом деле просто жилые помещения. При храме они называются тоже ашрам. То есть любое жилье называется ашрам. Ашрам — это убежище на санскрите. Чей-то рабочий инструмент, вот кто-то что-то продает с этой тележки. Такое прикольное местечко. Очень нравится мне вот это местечко. Как раз рядом с храмом, с этим древним Мадана Махана. Вон наш дом видно. Очень плохо его видно, потому что за деревьями он. Но кусочек его видать. Вот, вот, это наш дом. И буквально наш дом находится напротив этого ашрама. Ашрам. И здесь вот жилые дома просто сразу уже. Вон ребята там на крыше моются. Кто-то моется на крыше. Приближу сейчас зумом, да? Вон они моются на крыше. А там рядом, на крыше соседнего дома, пацаны запускают змеи. Такое развлечение тут у всех. Вот. На крыше вот этого дома там девушка сидит с ребенком. И летают эти змеи. Смотрите, какая коляска. А колесики-то смазанные. Крутятся классно. Видите? Никаких проблем. Оси смазаны. Тележка просто стоит здесь. Вот так. Вот. Хорошее место. Вот тоже сюда можете поприходить, друзья, помедитировать, посидеть. Здесь очень хорошо. Вон бурундучки бегают. Ну, вот эти штуки, которые похожи на бурундучков. На самом деле это пальмовая белка называется. Сегодня у нас такой сидел на окне прямо. Там такая москитная сетка на окне натянута. И на этой сетке долго сидел такой зверек, потому что сквознячок такой из моего окна протягивает воздухом. У меня в комнате воздух более прохладный, чем на улице. И вот этот парень, этот бурундучок, он сидел прямо на сетке и наслаждался прохладой, которая идет из моей комнаты. Вот это современная кладка, конечно. Вот это, видите? Вот такая. Широкие кирпичи, толстый слой раствора. Старая кладка красивее. Вот, смотрите, это древний храм. Вот он, Мадана Махана. Конечно, он реставрирован. Ему 500 лет, но его реставрировали, и вот он сейчас так выглядит. Какие-то собаки лают. Вон, собака. Лающая собака. Они любят лаять вечером на вас. Днем они спят, им жарко.
Они такие прям плюшевые днем, а ночью они могут на вас лаять, рычать. Это становятся опасными даже некоторые сумасшедшие собаки. О, видите, она на меня гавкает. Не на меня, а на ту собаку, которая там лает. Они так переговариваются. У них связь такая вербальная. Что я хотел сказать? Воздух грязный. Насколько сухо сейчас в этом сезоне. Смотрите, друзья, это я вчера ел манго. Гулял перед сном по улице, купил манго килограмм. Вот я их поел и оставил просто тупо на столе вот эти шкурки. Так вот эти шкурки, они просто за ночь высохли. Они стали как эти мумии. Когда влажный сезон, если оставить вот эти шкурки от манго, либо там, например, шкурки от бананов, через несколько часов появится куча вот этих мелких мушек. А сейчас в этот сезон все просто высыхает мгновенно, поэтому можно гербарий засушивать. Да, поэтому вот эта штука, она более-менее успешно работает. То есть днем, когда самое жаркое время, когда 47, там, в общем, до вечера, до захода солнца, вот эта штука может нормально работать. Вот сейчас ощущается такой прохладный воздух, отсюда дует. Вот до захода солнца она будет работать. А после захода солнца надо будет включать кондиционер, потому что эта штука будет бесполезна. Какие проблемы с включением кондиционера? Вчера закат, нормально, солнышко село, стало душно, поднялась влажность. Я думаю, как обычно, я выключаю эту штуку, которая перестает работать, вот это Вистара охладитель воздуха, и включаю кондиционер. Становится более-менее прохладно в комнате, и тут выключают электричество. Выключают его и снова включают буквально через минуту. Опять кондиционер начинает работать, у вас есть электричество, но кондиционер начинает работать не сразу. Там есть задержка включения. То есть, если выключить электричество или просто кондишку выдернуть из розетки, потом снова включить, он включится не сразу. Он включится примерно через 4-5 минут. Это сделано специально для того, чтобы предотвратить повреждение кондиционера, повреждение его внутренних частей, компрессора, других там узлов. Когда вот так вот скачет электричество, включается, отключается. Кондиционер входит в режим, начинает работать. Работает буквально там, может 10 минут, делает чуть-чуть прохладнее в комнате. И опять выключают электричество. И опять через минуту снова его включают. И все повторяется. Опять кондиционер там 5 минут ждет, когда он начнет работать. Когда у него там все прогреется. И можно будет ему включить этот компрессор на охлаждение свой. Опять начинает работать, минуты 4-5 работает и снова гасит электричество. И вот эта вот херня продолжается несколько часов. Это у нас с закатом началась вчера, где-то, наверное, часов 8. Началась вот эта чехарда с электричеством. И более-менее стабильное электричество только стало где-то часа в 2 ночи, когда я смог включить кондишку, нормально уснуть. Потому что сейчас здесь, друзья, кондишка, она просто не справляется. Представьте себе, что вы в духовке, раскаленной духовке включаете кондиционер. Какой бы он мощный не был и исправный, хороший, он не сможет вам нормально охлаждать эту духовку. Проблема в том, что дом раскаляется. Чем дольше держатся вот эти температуры высокие, аномально высокие, тем сильнее разогревается дом. Разогревается он очень медленно. Вопрос многих дней, даже, наверное, пары месяцев, чтобы дом конкретно так хорошо нагрелся. И вот даже в мае здесь было нормально. Дом еще не был такой горячий. Несмотря на то, что на улице тоже были вот такие температуры под 47. Здесь дома я кондиционер, помните, я вам рассказывал, у меня есть вот это устройство. Оно включает кондиционер на 10 минут, потом выключает его на полчаса. В зависимости от того, как вы зададите эти временные
задержки. И мне ночью хватало, чтобы нормально спать, и даже иногда под утро было холодно. Я вставал, отключал это все, чтобы кондиционер вообще не работал под утро, ну и спал дальше. Сейчас, когда кондиционер работает, еще как-то можно спать. Да, у вас приемлемая температура, не то, что она комфортная, она просто приемлемая. Но когда он выключается, проходит буквально 10 минут, и все, опять уже в комнате там 35 градусов у вас. Вот смотрите, вот эта стена... По ощущениям, вот я прикасаюсь рукой, она теплая, не горячая, такая чуть-чуть тепленькая. То есть она не очень раскалена, потому что там соседи живут, люди, индийцы живут за этой стеной, и они как-то охлаждаются тоже. Не знаю, наверное, есть кондиционер у них или охладитель воздуха, но они там живут, и поэтому у них там не очень жарко. Вот эта стена, друзья, здесь соседи уехали давно, ну, они уехали в другой город, пожили здесь, пока было не очень жарко. И вот эта стена примерно в 2 раза горячее, чем та стена, потому что там, за этой стеной, в соседней квартире, фактически температура, наверное, такая же, близкая к тому, что на улице. Да, вот эта кухонная стена у меня такая импровизированная кухня, кухонный стол. И здесь, ну, можно сказать, что она такая же, как вот эта стена. Дальше, если мы с вами пройдем вот сюда, кстати, давайте посмотрим, сколько здесь градусов у нас. Прибор показывает, что здесь у нас 36 градусов. 36 градусов вот здесь в предбаннике, вот здесь, где кошкин лоток. Сейчас у меня дверь приоткрыта, чтобы сухой воздух поступал, чтобы наш охладитель воздуха, он не делал у меня в комнате баню. Иначе у меня будет просто баня и духота. Влажность большая и будет также жарко. Ему нужен доступ сухого воздуха. Так вот, сейчас здесь 36 градусов у нас, вот в этом предбаннике. А после охладителя воздуха у нас 29 градусов. Это нормально. Вот, ну, как-то вот так он немного охлаждает. 36, 29 получается, ну, на 7 градусов разница. Это уже ощутимо. Вот эта стена горячая, потому что если мы зайдем с вами сюда в туалет, если мы зайдем сюда в туалет, тут просто как печки тоже. Вот эта стена, она выходит с той стороны, это коридор. По коридору циркулирует горячий воздух. Там, собственно, все открыто. Там такая же температура практически как и на улице, наверное. Вот эта стена у меня самая горячая, она очень сильно, вот эта стена как печка, как обогреватель. Она нагревает воздух в этом вот туалете в душе. Вот эта стена тоже очень горячая, хотя она выходит туда к соседям. Но там у них такая же температура, как в коридоре. И вот эта стена, она выходит ко мне в комнату, и она, ну, не такая горячая, она немного теплая. То есть, когда открываешь вот эту дверь в туалет, заходишь сюда, ты попадаешь тоже в печку сразу. Ну и здесь, соответственно, вот эти стены все, они просто горячие, которые выходят туда в коридор. Они просто горячие. Дверь горячая, деревянная. Вот я в коридоре сейчас. И мы посмотрим, какая температура здесь, вот на столе. Еще можно на улице замерить фактическую температуру, потому что я никогда этого не делал, я не знаю. Я всегда смотрю вот эти сайты в интернете, а какая температура на самом деле, кто его знает. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Вот уже, я только что вынес эту штуку сюда, и уже показывает 40 здесь. Уже 40. Пусть полежит немного и посмотрим чуть позже. Так, ну вот. Я немного погулял по коридору, подождал и смотрим, что у нас здесь. Показывает эта штука у нас 43 градуса по Цельсию. Вот здесь. Здесь на столе. Ну что ж, последний тест. Давайте выйдем на улицу и посмотрим, сколько там будет. И после этого мы поймем, какой сайт погодный у нас делает правильный прогноз. И это сейчас не самое горячее, не самое жаркое время дня. Самая жара у нас впереди еще будет. Ну, давайте где-нибудь, давайте вот здесь в тени я встану, чтобы солнце не нагревало термодатчик. И вот здесь в тени мы с вами посмотрим. Вот я вижу уже 44 в тени.
44 в тени. Сейчас немного подождем, сколько будет по максимуму. Чей-то велосипедик стоит здесь, прожаривается. Чьи-то скутеры стоят, прожариваются здесь тоже. Я велосипеды свои не оставляю здесь. Вот как раз отлично, горячий ветер дует, он хорошо обдувает термодатчик, и он у нас показывает 45 градусов, друзья, в тени. Пока что, может будет больше. Я сейчас стою здесь, и вокруг меня плюс 45. Да? Исторические кадры. Если мы переживем с Рокси это время, то мы будем гордиться, друзья. Хотя смешного мало, на самом деле. Это реально аномалия. Здесь такого не должно быть сейчас. Уже должны быть дожди. Должно уже все быть мокрым здесь. Сегодня 18 июня. 45 градусов. Выше не поднимается температура. У нас 10 часов вечера. Не знаю, какая температура на улице. У нас в комнате сейчас, я вам скажу, 32 градуса. Кондиционер работает, на нем установлена температура 30 градусов. Потому что если я установлю даже 28, он будет работать непрерывно, потому что он никогда в этой комнате не сделает 28 градусов сейчас, потому что все стены горячие. Это было бы все равно, как, наверное, в какой-нибудь духовке тандур, и там в тандуре установить кондиционер и ждать, что он там сделает прохладную погоду. Роксичка спит, поела своей вкусной еды. Мне кажется, Рокси жару переносит гораздо лучше, чем я. Жара никак не влияет на ее аппетит. Она очень любит поесть вкусную еду с Amazon. Ей очень нравится влажный корм, который называется Meo. Вискас она не ест. Я как-то купил 12 упаковок вискас, так сказать, оптом. Продают здесь на Amazon за 500 рублей. Съедает вот этот, как он, так, желе такое есть, да, желе, и там какие-то кусочки в этом вискасе. Она вылизывает это желе, а кусочки остаются и лежат в тарелке и просто засыхают там. Приходят муравьи, начинают есть вместо Рокси. Она у нас разборчивая турецкая принцесса. И мы ждем, когда начнется влажный сезон, когда пойдут дожди. Муссон – это, собственно, ветер, который дует с юго-запада. Вот представьте себе карту Индии. Здесь у нас север, мы ближе к северу находимся. Ну, конечно, не на самом севере, а ближе к серединке, но все-таки север. Это считается север Индии. У нас штат Утар-Прадеш называется. Это самый густонаселенный штат в стране. Здесь живет 200 миллионов человек. Когда-то была перепись населения уже много лет назад. И вот тогда посчитали, что 200 миллионов человек. Сейчас, может, уже 250. Скоро будет 300 миллионов здесь. И Утар-Прадеш догонит по населению Соединенные Штаты Америки. Очень жарко. Я сижу в рубашке только для того, чтобы снимать себя на видео. На самом деле, так вот, когда я не снимаю себя на видео, я хожу вообще без всего здесь. Микрофон петличный нужно на что-то прицепить. Как значок раньше говорили, да, форма одежды, трусы, комсомольский значок. Почему нет муссона? Вообще сегодня 17 июня, скоро будет уже 18 через 2 часа. Но муссонов нету. Уже должен быть вовсю здесь муссон. Должны быть сильные дожди, должно быть уже более прохладно и влажно. Но продолжается волна тепла, как называется здесь. Сегодня, как вы видели, фактическая температура была 46 градусов на улице. На самом деле, вот эта дневная высокая температура, это не страшно. Она переносится нормально, потому что очень сухо. Очень плохо ночью и вечером. Температура падает, но она все равно там, в районе 36-37, а после захода солнца сразу 39, и спать невозможно. Я в жару могу, нормально переношу весь день. В комнате у меня здесь, градуса 33. Работает вот этот охладитель воздуха. И, наверное, градуса 32, 33, 34, может быть, в комнате. И нормально воспринимается, потому что я что-то делаю, сижу за компом, вы не замечаете, как проходит время. А ночью, когда надо ложиться спать, вот ложишься спать, выключаешь свет, и вокруг тебя вот эта духота. Вообще не могу спать в духоту, включаю кондиционер. Вот сейчас кондиционер работает, и как-то все равно жарко. Я под футболкой этой потею. Сиди, Рокси, сиди. Не хочешь сидеть, не хочешь сниматься на видео, да? Вот она такая кошечка, видите, какая красавица.
Она послушная, она хорошая кошка. Иди, вот сюда садись, вот. Не хочет на руках, зато будет лежать вот здесь. Видите? Вот она, когда вот так хвостом дергает нервно, это значит, она раздражена. Если она вот так чуть-чуть кончиком хвоста виляет, значит, она в хорошем настроении, наслаждается. Девочка живет на верхнем этаже, у нее 4 кошки. Я им отдал весь этот вискас, там 5 упаковочек осталось. Вот она, идите, делает кусь-кусь. Рокси делает кусь-кусь. Что, вкусная рука у меня, да? Да? Ну ладно, делай кусь-кусь. Кусь-кусь не страшно, а вот когти у нее выросли уже. Кусь-кусь она делает очень нежно. Так вот, почему к нам не приходит муссон юго-западный? Аномальная жара, волна тепла, и вот этот ветер Лу с северо-запада. Дует этот сильный горячий ветер с этих пустынь, с индийских, из Пакистана. Он дует вот так вот прямо на наш район здесь, на Утар-Прадеш, на Вриндаван. Представьте себе, это карта Индии. И вот слева, для меня слева, для вас справа, я показываю вот так. Дует этот северо-западный ветер Лу, а навстречу ему идет снизу юго-западный. Вот так идет муссон. Муссон – это ветер, влажный ветер, который идет оттуда, снизу, с юга, с юго-запада, идет с экватора практически. Вот, он вот так вот идет вот так, а так вот навстречу ему, как бы под углом, дует вот этот западный ветер Лу, горячий. И вот он настолько сильный в этом году, что он просто тупо вот сдувает этот муссон. Он не дает муссону продвинуться. В тех штатах, где нету вот этого ветра Лу, Керала, там, Тамил-Наду и так далее, муссон начался уже, там идут дожди. А у нас вот этот горячий ветер, который вот так вот движется, он просто... Вот видите, все, отключили электричество у нас. Вот так постоянно. Вот смотрите, сейчас через минут 5 включат снова. И вот так постоянно дергают. Туда, сюда. Есть электричество, нет электричества. Соответственно, кондиционер выключился. Когда кондиционер выключается, сразу через 20 минут здесь в комнате становится 36 градусов, друзья. Вот. И вот этот ветер Лу горячий, который приносит вот эту аномальную жару, он тупо сдувает вот этот муссон. Он его останавливает. С запада на восток вот так. И муссон сейчас гораздо слабее, чем вот этот горячий ветер Лу. Поэтому Лу приостанавливает этот муссон. И сколько это продлится, никто не знает. Говорят синоптики местные, что где-то вот дня 3 еще будет здесь аномальная жара, потом жара так как бы будет спадать и уже будет преобладать муссон. То есть, начиная с 20 числа, с 20 июня у нас уже уменьшится максимальная температура, скажем, будет 40, не 47 будет, а 40. Потихоньку начнет спадать, и к концу месяца только у нас начнутся дожди настоящие. Да, где-то 25, 27, 28 июня ожидается уже приход дождей. Знаменитый инвертор, вон он там стоит в углу, который я купил за 17 тысяч рупий. Этот инвертор, он просто спасает. Вот сейчас хотя бы работает вентилятор и светятся все 3 лампочки. Светло, хорошо. Прошлой ночью было так. На 10 минут включат электричество, потом на 2 минуты отключают. Тут же включают через 2 минуты его. Иногда даже просто через несколько секунд. Просто вот такой перепад нету и есть через пару секунд. Иногда там через 10 секунд, иногда через 2 минуты. Потом опять 10 минут есть электричество. Потом опять там несколько минут нет. И часов до 2 ночи вот так было. Я кондиционер выключил просто, чтобы он не сгорел. Потому что толку от него все равно нет. Кондиционер не сразу начинает охлаждать. Ему надо раскачаться. У него задержка есть включения. Он начинает как-то более-менее работать. О, видите, вот. Дали электричество. Сколько не было? Наверное, минуту-2 не было электричества. Прошлой ночью было так, что вообще кондиционер использовать было практически невозможно. Только во вред кондиционеру. Он ничего не охлаждал, но когда он включается, выключается, через каждые 5 минут, он может просто от этого испортиться. Да, Рокси? Рокси же не потеет. Кошка не потеет она. У нее могут потеть только лапки. Вот эти подушечки на лапках. Но я не замечал, чтобы было настолько жарко для нее, чтобы она шла по полу и оставляла вот эти влажные следы. Чувствую, что ей жарко, она немножко вялая, и она как бы спит вот все время. Поест и спит, поест и спит. Даже мы перестали выходить на улицу. Раньше мы вечером выходили в коридор,
туда, можно сказать, на улицу, потому что там есть балкончик вокруг дома на последнем этаже, там, где храм у нас. Это фактически улица, просто там так как бы решеткой огорожена по периметру, чтобы обезьяны не заходили. Мы туда ходили с Рокси погулять. Она там ходила, ей было интересно, она изучала местность. Это вокруг храма, там довольно большая территория. Было нормально, вечером прохладно, все хорошо было. В апреле, в начале мая, в первой половине мая, да, собственно, весь май было нормально вечером. Ночные температуры были невысокие, а сейчас невозможно, там сейчас так же, как и днем. Там Рокси, если выйдет сейчас туда в коридор, она быстрее побежит сюда в комнату, потому что здесь прохладнее. Подписывайтесь на канал, оставляйте ваши комментарии. С вами были Олег и Рокси, Били Баба или Мистер Шанти и наша принцесса Роксичка. Роксичка – турецкая индийская принцесса, которая делает кусь-кусь. Пока-пока, бай-бай, всех благ!